Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня я буду раскрашивать в Colortronic. Здесь мы раскрашиваем вместе с Оксаной, и в этом месяце у нас по плану вот эта иллюстрация. Ярусы пагоды символизируют ступени восхождения на небеса. Я подготовила в основном маркеры, ну вот, с Валберес, которые набор 80 цветов. Это у меня Мазари один вот отсюда. Это уже у меня, наверное, третий по счету. Вроде вот он новый. И шарпики. Так что сейчас буду раскрашивать. Уже подложила с обратной стороны лист, чтобы ничего не протекало. Посмотрим. Надеюсь, ничего меня не подведет. Так. Этот цвет мне просто очень нравится. И уже, кажется, третий заказываю. Благо, на лабиринте он имеется. Так, я сейчас так смотрю, думаю, в камеру видно, не видно. Чтобы потом не получилось, что я снимаю и все впустую. Хотя совсем такого у меня никогда не было, но все-таки. Так, вроде бы я выбрала нужный цвет. И так он подходит, ну, почти. Главное, мне нравится, тем более тут в любом случае нереалистичная палитра. Это не страшно. И вроде бы пишет, то есть не засохший. Надо те еще проверить, просто знаете как, пока раскрашиваешь, помнишь, что нужно маркеры проверить и выбросить ненужные, потом это забываешь сделать, потом еще приходит мысль, а что будет, если попробовать спирт туда капнуть, но на это совсем нет времени, ну и все в таком духе. Поэтому ладно, я буду, когда разбираться, думаю, выберу время специально и посмотрю, по крайней мере, два вот этих. Ой, а этот спиртом очень сильно пахнет. Но там еще, вероятно, какая-то отдушка все-таки, потому что не так противно. То есть там какая-то парфюмерная композиция имеется. Вообще у меня, конечно, настроение красить что-то карандашное и плюс еще акварельное, чтобы применить свои новые оттенки, которые я недавно приобрела. Но все-таки я как-то уже привыкла начинать месяц именно с Colortronic, поэтому, несмотря на то, что мне сейчас прям не очень хочется, но я лучше раскрашу. Тем более и так он у меня обычно в первый день месяца выходит такое видео, но теперь во второй день месяца. Ну, потому что у меня в принципе, да, как бы немножко поменялся канал. Не то, что радикально, но все-таки, поэтому ну, так, в процессе. Поэтому ничего страшного. Фон здесь не предусмотрен, но в теории можно сделать, например, сухой пастелью. Но это я не уверена пока. Ладно, отложим единичку, чтоб мне долго не искать. Второе. Надеюсь, не подведет. Вот еще единичка, ладно. Шарпики, кстати, стали подводить, но я уже это говорила, и не только у меня. Ну, видимо, да, такие маркеры. Хотя, конечно, ничего нет вечного. Ну и где эта двойка? Вот я ее видела, она мне попадалась. О, какая, сколько тут много. И цвет совершенно не соответствует. Ладно, без разницы.
Опять же, нам только предлагают. У нас вчера такой был ураган, меня реально сдувало ветром. Я пыталась просто устоять на месте, а меня сносило прямо на проезжую часть. Вообще прикольно. Неприятные я моменты словила. И ветер прям, знаете, дул в лицо. Это еще хорошо, что у меня вот эта моя шапка типа в виде медведя. Там еще такой намордник с моськой медведя. Вон собака спит. Тут же рядышком. Сопит. Так уютненько сопит. Сейчас у нас вроде на улице все спокойно, ничего такого. Но снега за ночь навалило. Но это хорошо. Вот уже в этом году я как-то стала гораздо спокойнее относиться. И в том-то году. Но в том году я еще вот к Новому году плохо относилась, а сейчас уже нормально. Поэтому, в принципе, мне снег сейчас устраивает. Ну и потом есть плюс, что собаке можно лапы не мыть лишний раз. Потому что позавчера, когда еще на улице было у нас месиво, я пришла, и я вообще забыла. Потому что до этого тоже снежок выпал. И я что-то не подумала налить воды в ведро. Мы пришли, он был весь грязный. Я схватила салфетки, ему брюхо стало вытирать, потому что прям даже все брюхо у него было в грязище. Вообще. А вчера вот гуляли. Да, ветрено. Когда ветер даже было холодно, я бы даже сказала, что ближе вот к ночи даже такой морозец. Но зато не надо было мыть лапы. А у нас еще лифт сломался. У меня собака прям в кавычках очень любит пешочком-то ходить. А сегодня я ему попробовала дать кофе с молоком. Ну, самую малость, конечно, не подумайте. Просто как-то я ему в шутку предлагала кофе, а он отказывался, естественно, ну, чисто кофе. А один раз у меня был кофе с молоком, да и мне он что-то не зашел. Я не люблю с молоком. Так Ушастик с удовольствием этот кофе выпил. Но там немножко оставалось. Ну, я посмеялась, но и забыла про это. А тут как-то гуляла. И вот в парке Ходынское поле, там мужчина вышел, я, по-моему, рассказывала с собакой. А там же купил кофе, идет гуляет, собака на него смотрит, типа просит. Ну, они остановились. Песик этот на скамейку запрыгнул, и он ему так стакан открыл и в крышечку в перевернутую налил немножко кофе. Я что-то вспомнила про своего. И сегодня у меня молоко, вот, я покупаю себе 200 миллилитров упаковочку молока, мне на 3 дня хватает кашу сварить. И я там осталось немножко, потому что я тоже, знаете, так чисто символически наливаю молоко. Ну и я ему, когда себе кофе вылила в чашку, у меня немножко тоже остался черный такой крепкий, и я чуть-чуть кофе и молока там. Он так с удовольствием попил, сушку съел, даже 2. В общем, такой у него легкий завтрак был. Ну, просто он вообще он у меня ест 1 раз в день. Вечером. Мы его уже так приучили, это нормально считается. Вот. Ну, а утром так что-нибудь. Какие-нибудь для собак вкусняшки. Я, правда, вчера была в Ашане Беляева, и там не было тех вкусняшек, которые обычно я Ушастику покупаю. Мираторговские они делают там для собак. Легкое, так далее.
там не было. Поэтому я на выходных поеду, куплю в Ашане. Уже в таком, в гипермаркете. Вот. Сегодня еще довольно-таки долго сидела, вязала. Как-то меня это настолько увлекло. Но у меня будущие гетры, там я набирала 90 петель. По-моему, 90. Мне сегодня было интересно. Мне казалось, я вроде не туплю, вроде быстро вяжу, никаких сложностей. И при этом мне казалось, что что-то очень долго. Засекла время. Нет, стандартно 4 минуты. Ну, то есть на каждый ряд. Но единственный ряд, который у меня занимает побольше чуть-чуть время, это тот, где, ну, я же косичку такую вяжу в качестве узора. Вот там, где нужно петли перекрещивать, вот там у меня чуть-чуть побольше. Но это и понятно, потому что кос там много, и это требует некоторого времени. Ничего сложного, но вот эти все манипуляции, они время занимают. Ну, я уже поняла, что мне хватит пряжи этих 3 мотка. Где-то 1,5 мотка должно уйти. Нет, ну даже чуть поменьше, я думаю. Еще в теории должно остаться даже. Так, это у меня уже 6-й цвет. Где он у меня? Сейчас закрою. И 6-й цвет увижу. С этой нет. Зато есть с этой. Я надеюсь, в кадр не влезла. Сейчас мне еще идти получать заказ Фаберлик. В понедельник ходила, а эта тетка не пришла. Ну вот поэтому я раньше любила на Таганке получать заказ, но ехать туда специально совершенно неохота. Но там такая молодая девчонка, очень классная, мне всегда нравилось там забирать заказ, потому что эти тетки, они вроде работы не пыльные, сидят, чаи гоняют, 5-ю точку отращивают. И при этом не могут даже вовремя прийти. Ну а как бы расписание у них есть. Доставка все равно Фаберлик деньги берет. Я рассчитываю свое время. Прихожу, их нет. Ну, что за ерунда? Причем я знаю, что она явно из этого района-то. Ну, потому что такие тетки, они обычно, если уж открывают свое дело, они это в районе. Чтобы типа лишнее движение не делать. Это прям 100%. Я делала небольшой перерыв. И сейчас вернулась к раскрашиванию. Так, возьму Мазари. Да, вот это тоже у меня Мазари. Номер 1 бордовый. Жутко воняет. Просто очень жутко. Я даже не знаю, но это не спиртом пахнет. Это прям чем-то протухшим. Что-то я передумала идти за заказом. Очень мне лень. Совсем неохота. Лучше я сегодня посвящу день съемкам видео. Так, основательно. И раскрашиванию. Так, здесь тоже 13. Настолько сильно напитан фломастер.
другой стороны, может быть, сейчас и схожу, посмотрю. Ну, если, знаете, по-быстрому. Хотя по-быстрому все равно не получится. Снега навалено много. И... Нет, ну у нас чистят все-таки. Но не уверена, что все прям везде. Потому что первый какой-нибудь такой сильный снегопад — это всегда прям неожиданность, как будто мы в Африке живем, а не в России. Поэтому что-то я как-то не знаю. Вот еще 13. Но вообще надо будет придумать, где поакварелить. Новыми акварельками. Очень мне этого хочется. Прям вообще, знаете, как-то потянуло. Не, ну конечно, когда что-то новое появляется, прям очень охота. Единственное, это я думаю, что я так захотела прям сильно коричневых цветов. Не, ну фон это я какие-нибудь интересные, наверное, смогла бы сделать. Что-то сочетать. Вот этот цвет очень красивый. Сейчас еще, пока там подзаряжала телефон, все такое, я еще гетры свои довязывала. Еще осталось немного, и на одну ногу уже готово. Буду на вторую. А потом уже буду сшивать или связывать, не знаю. Я обычно беру крючок и связываю. Ну, в этот раз не знаю. Посмотрю, как будет лучше по ситуации. Надо еще решить, будет ли там помпончик какой-нибудь, а может быть какие-то пуговки. Ну, это уже когда я сошью, я посмотрю, какое сделать украшение. И какого цвета. У меня есть красивые пуговки, еще всякие штучки. Ну, нет, наверное, пуговки мне как-то на ум приходят деревянные, но суть в том, что это же все надо будет, когда стирать. Для дерева не очень хорошо, естественно. Поэтому либо сделать так, чтобы пуговицу можно было легко снять. Пуговки можно в теории покрыть лаком. Но опять же, я не знаю, как все-таки лак будет к воде. Так, извините, это у меня тут ушастик чем-то подавился. Я уже не буду это переснимать. Ой, кошмар какой-то. Вот поэтому как-то я не горю желанием больше заводить животных. Ну и вообще кого-либо. Потому что так сидишь, дома тишина, покой. Я и наушники-то редко слушаю. Мне по моей основной профессии музона хватает. Да, блин, достал уже.
двоечку, тоже очень такой красивый цвет. Я просто сейчас боюсь, если я выйду на прогулку и за заказом, то это не обойдется часом. И смогу ли я потом сесть, продолжить съемки? Я сейчас прям стараюсь так рано спать ложиться. Хотя сегодня я прям немножко позволила себе подольше поспать. Вот, потому что вчера очень устала. Вот сегодня, пока раскрашиваю, пришла идея там несколько всяких видео снять. Теперь главное это дело осуществить. Сейчас нужно еще взять другой телефон. Там у меня лайф-влог, который я хочу тоже сейчас озвучить. Он снят. В общем, там, может быть, даже на 2 хватит. Такими фрагментами небольшими. Надо еще с этого телефона на тот перекинуть пару файлов. Еще немного пораскрашивала. Осталось совсем чуть-чуть. Я сейчас это уже за кадром быстренько доделаю. Отмечу, что раскрашено, и поставлю на полку. Давайте посмотрим с обратной стороны. Вот. Тоже забавно получилось, так как не видно контура, и здоровские переходы. Ну а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, поставьте мне, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал, рекомендуйте мой канал своим друзьям, знакомым, делайте репосты, пожалуйста, в соцсетях по возможности. Я благодарю вас за просмотр и желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. И пусть, несмотря на погоду, вам будет всегда тепло, уютно и хорошо. До скорой встречи. Пока-пока.